Меня зовут Арапов Игорь Витальевич. На момент записи этого видео мне 34 года. 12 лет назад я познакомился с трейдингом, и с тех пор я занимаюсь этой профессией. Мои ресурсы посвящены бесплатному обучению трейдингу для начинающих. Целью моего сайта является знакомство трейдеров с трейдингом, начинающих трейдеров с трейдингом, для того, чтобы сделать осознанный выбор после, нужна ли ему эта профессия, либо нет. К сожалению, я начал с самостоятельного обучения. Почему к сожалению? Потому что спустя 3 года я все равно пошел учиться уже к репетитору, то есть учиться платно. Первые 3 года из 12 лет можно просто вычеркнуть. Это были абсолютно бесполезные 3 года. Просто потерянного времени. Я могу сказать, что я, конечно, узнал много про трейдинг, но трейдером я не стал. И только уже после того, как я прошел непосредственно получения образования, я уже являюсь практикующим трейдером. Большое сразу спасибо тем, кто в свое время учил меня, так как если бы не они, сейчас бы не было всего того, что я делаю для общества. Ну и, соответственно, я бы точно не достиг тех результатов, того, чего хотел от этой профессии. На мой субъективный взгляд, курсы всякие платные, которые не заточены под то, что вас будет учить живой человек, являются сомнительным решением, так как лично из моего опыта, сколько я не пытался, у меня ничего не вышло. Конечно же, я не являюсь никаким индикатором в этом плане, но я хочу вам сразу сказать, что если вы будете самостоятельно изучать эту профессию, готовьтесь к вызовам. То есть рынок вас будет обязательно испытывать. И пока вы не получите свой положительный опыт, становление трейдером будет сложным для вас. В то же время на данный момент, когда я сейчас записываю этот ролик, уже так много хорошей информации по трейдингу в интернете, что изучать, конечно, будет гораздо проще. Я изучал, когда начинал изучать трейдинг, информации было не так много, и она была разрозненной. Это не было настолько популярно в СНГ, поэтому ее приходилось прям по кусочкам собирать, что, конечно, растянулось во времени, и отсюда потерянные 3 года. Сейчас же так много материала, что бери, изучай, бери не хочу, причем бесплатно. Поэтому свои материалы я также распространяю бесплатно. Все статьи, все видеоролики, все, что я делаю, это бесплатно, так как я считаю, для знакомства с трейдингом это и достаточно, чтобы потом сделать уже осознанный выбор, что делать с этим дальше. В целом все ресурсы направлены на знакомство с трейдингом, и я считаю, они эту цель достигают. Как проверить ту информацию, что вообще есть, например, профессиональные участники рынка, и что это не просто какой-то шум? Но тут можно обратиться к бирже CME, которая в Чикаго крупнейшая фьючерсная биржа. Она сама в сот-отчетах делит всех участников, в принципе, на 3 ключевые категории. Это коммерческие участники, это маркетмейкеры, хеджеры, это крупные спекулянты, это фонды и прочее. И третье – это все остальные. Все остальные – это, конечно, рыночный планктон, к сожалению, которые планомерно оставляют деньги на рынке. Фонды – это, как правило, тренд-фолловеры. Это просто крупные трейдеры, которые торгуют в рамках теханализа. А вот самые умные и те, кто могут что-то там прогнозировать на рынке, то есть это самая неподъемная задача – прогноз будущего. Мы обсуждаем намерения крупных денег, исходя из того, какие следы они оставляют на графике. Так как по объему мы можем видеть, где, мы можем примерно видеть, где они заинтересованы, где они накапливают инструменты, где они сбрасывают, чтобы примерно понимать для себя, в какой фазе они находятся. В фазе накопления на уровне дешево они покупают, когда все ликвидируются, то есть когда все сбрасывают инструмент. В фазе распределения они скидывают то, что купили когда-то дешево, когда все покупают и все на эйфории. То есть фаза накопления, есть фаза распределения, это некие ценовые коробки, а между ними есть тренды. Когда объем появляется на растущих барах, мы понимаем, что путь наименьшего сопротивления наверх. Мы находимся в фазе тренда. Опять же, я сейчас очень упрощенно говорю. Чтобы делать такие заявления, нужно, конечно, познакомиться с методологией, которая есть в роликах, в статьях.
потому что не каждый объем говорит о том, что я сейчас, например, произношу. Но, например, вот этот объем – это путь наименьшего сопротивления, который привел к движению рынка наверх. Здесь объемы, которые появляются на нисходящих барах, это объемы, которые показывают путь наименьшего сопротивления и говорят о том, что имеет смысл ожидать движения цены вниз, так как умные деньги, когда этот объем появлялся, уже накопили инструмент и были заинтересованы в росте рынка, поэтому мы получили объем на растущем баре, ультравысокий небоскреб. А когда они заинтересованы в снижении рынка, то мы получаем такие же объемы только на нисходящих барах, потому что они уже распродались где-то здесь, получили свою среднюю прибыль, счастливые и довольные, перестают интересоваться инструментом, что в итоге формирует паттерны технического анализа как уровни сопротивления, от которых мы работаем и получаем свою прибыль статистически. Вот примерно так связана концепция объемного анализа с практическими действиями трейдера. То есть мы понимаем, мы берем некие шаблоны, и в эти шаблоны встраиваем свои действия по открытию и закрытию сделок. Все это вместе дает средний вин-рейт положительный, то есть прибыль на дистанции. Всем привет! Сегодня проведем обучающий ролик для трейдеров, для начинающих трейдеров по методу Вайкофа. В этом небольшом видео я расскажу о том, что такое метод Вайкофа и почему его до сих пор применяют. Первое, что нужно знать про метод Вайкофа, то что он начал свое существование еще в далеких 1905 годах. Молодой Ричард Вайкоф тогда работал на бирже и видел, как из раза в раз есть участники, которые стабильно зарабатывают деньги. Конечно же, в то время не было криптовалют, сейчас мы смотрим на рынок биткоин, тогда не было Форекса, не было фьючерсов, тогда были только акции. Но суть остается одной. Несмотря на то, что прошло уже больше 100 лет, есть на рынке участники, которые стабильно зарабатывают. И для них это бизнес. Поэтому начинающим трейдерам рекомендуется изучать и не только технический анализ, но и его разветвление, а именно объемный анализ рынка. Объемный анализ рынка показывает вам в определенных ситуациях намерения крупных денег и их ожидания относительно рынка. Так как на любом рынке есть крупные деньги, и именно объемы нам это говорят, это очень видно. Вот эти огромнейшие всплески, которые я показываю на экране, это следы, которые оставляют крупные деньги. Либо их участие, либо их неучастие приводит к тому, что мы можем пытаться читать их действия. В этом и весь Вайкоф. То есть Вайкоф рекомендует ритейл-трейдерам не строить свои убеждения и свои догадки о рынке, так как это просто не работает, а сконцентрироваться на поведении тех, кто знает гораздо больше. В концепции Вайкофа в первую очередь отношения строятся на том, что крупный капитал, когда заходит в рынок, должен либо собрать, либо распределить позицию. Так как мы сейчас смотрим на рынок биткоин, и уже прошло, как я уже сказал, более 100 лет, то все равно суть не меняется. Что на рынке акций инструмент переходит из рук в руки, что на рынке криптовалют монета переходит из рук в руки. Поэтому есть участники, которые где-то давно эту монетку накупили. Как правило, это всегда боковики. В методе Вайкофа, если посмотреть в интернете, вы найдете фазы рынка, так называемые, в которых находится инструмент. И, как правило, эти фазы рынка определяют будущие тренды. То есть первое, что в методе Вайкофа рассматривается, это в какой фазе находится рынок. Либо в фазе распределения, когда цена растет и постоянно делает новые максимумы, профессионалы заинтересованы в более высоких ценах, либо в фазе накопления, когда профессионалы уже вышли с рынка, то есть где-то здесь по низам купили. Так, сейчас мы это нарисуем. По низам где-то купили, убрали плавающее предложение, такой термин есть в методологии, который говорит о том, что большая часть предложения находится в сильных руках, а не в руках ритейл либо физиков. И, конечно же, они это предложение в рынок не отдают. Со временем начинается дисбаланс спроса и предложения, и тренд набирает свою силу. Так вот, есть фаза накопления, где когда-то был куплен инструмент,
И нас интересует, например, фаза распределения. Такой же боковик, такой же диапазон, где профессионалы имеют тенденцию распродаваться. Соответственно, их прибыль это от точки закупки до, конечно же, точки распродажи. А наша прибыль это движение в их сторону в рамках наших паттернов, которые мы используем. Как правило, в техническом анализе есть определенный набор паттернов, которые для большинства являются основополагающими для принятия решений. В общем, суть такова, что на любом рынке есть крупные деньги. Эти крупные деньги где-то купили и хотят где-то продать. Формируют определенные модели, от которых развивается смена тренда. И задача молодых трейдеров, начинающих трейдеров и не таких опытных трейдеров просто следовать их намерениям о сделках. У нас на графике мы сейчас видим контракт на фьючерс биткоина. Я его открыл здесь, потому что я не могу вам показать стакан с биржи CME. В этой программе его просто нет. И по аналогии просто я сейчас вам приведу пример. Вот у нас есть стакан. Это стакан, где выставляют свои заявки участники рынков, желающие продать по конкретной цене в количестве, желающие купить по конкретной цене и в количестве. Это лимитные ордера. Они на цену не влияют, они ожидают исполнения. Они сводятся с рыночными ордерами. Я записывал ролик про виды типа ордеров на бирже, как они влияют на цену. То есть все подробно там есть, просто посмотрите. Так вот, если просто они сводятся с рыночными ордерами, в итоге цена двигается. И теперь вот вопрос. Какое количество ордеров на какой стороне рынка находится? Если мы хотим узнать, что цена должна расти, то мы должны видеть преобладание спроса над предложением. Это логично? Логично. И вот именно объемы нам это и говорят. То есть теперь я перехожу уже непосредственно к объемам, вы можете видеть их внизу экрана. И мы всегда их связываем с движением цены. Почему? Во-первых, это биржа CME, это фьючерс на золото, это данные проверенные, это настоящие объемы, то есть реальное количество контрактов, которое имело место быть проторгованным за, в данном случае, 2 часа. То есть каждый бар это 2 часа, и мы видим размер, который был проторгован. Теперь давайте рассуждать, что мы здесь видим. Если профессионалы, то есть мы всегда исходим из логики профессионалов, тех участников, которые торгуют крупными объемами и способны двигать своими объемами рынок. Если они хотят видеть рост рынка, может ли сформироваться вот такой бар? То есть падение с очень большим объемом. Очевидно, что нет, потому что мы видим дисбаланс спроса, то есть мы видим дисбаланс спроса и предложения, дефицит спроса создает вот этот бар. У нас огромный объем, цена на нем снижается, показывая, что недостаточная поддержка сейчас находится на рынке. И мы уже себе отмечаем в голове, что у нас есть преобладание на стороне офферов, то есть продажи. Вы видите, какой объем на стороне предложения. Теперь это базовый сценарий, то есть это базовый элемент размышления в объемном анализе. Теперь дальше. Мы видим, что после этого объема цена пытается постоянно расти. И мы теперь понимаем, что если профессионалы, например, не заинтересованы в росте, а хотят продавать, то мы будем на каждом росте видеть падение объема. То есть вот если мы сравним вот эту картинку, как здесь цена росла и как здесь был прекрасный объем, и теперь глазами ее перенесем на любой из этих кусочков, мы можем увидеть, что объемы снижаются. На каждом росте у нас падают объемы, что говорит о том, что крупные ордера не поддерживают в данном случае рост рынка. И из этого истекает логика уже намерений. Если профессионалы не заинтересованы ростом, то есть их ордера не участвуют в том, чтобы двигать цену наверх, очевидно, что они ожидают снижения. Ну и в данном сценарии логично было бы ожидать рынок на этот уровень. Ну а дальше надо будет смотреть.
То есть в объемах мы видим преобладание ордеров на одной из сторон, либо на стороне спроса, либо на стороне предложения. Это преобладание формируется именно потому, что профессионалы своими деньгами, они имеют одно представление о стоимости. То есть если они не покупают, их нежелание покупать настолько очевидно, что оно сразу отражается в изменении цен и в изменении объемов. То есть нет спроса от профессиональных участников рынка. Наоборот, есть предложение от профессиональных участников. Базовый сценарий, что такое медвежий объем? Медвежий объем – это когда у нас увеличивается объем на падении и падает объем на росте. Это будет приводить к изменению цены вниз. И наоборот, бычий объем – это когда у нас есть рост объема наверх и падение его на снижение. Как привести график TradingView к тому виду, который вы видите у меня на экране? Первое, что вы видите, когда установите эту программу, а вы можете ее скачать с их официального сайта, в зависимости от того, какой у вас компьютер, либо Windows, либо MacBook, вы скачиваете платформу и, скорее всего, она будет иметь вот такой вот вид. Предположим, у вас будет тут британский фунт, видеть будете цену в виде японских свечей. Японские свечи – это определенный метод отображения изменения цены на рынке. Чтобы привести его к анализу объемов или к анализу спроса и предложения, о котором мы сегодня поговорим подробно, то нам нужно первое, я для удобства использую бары, взять индикатор, найти в определенной строке. То есть вот мы нажимаем кнопочку «Индикаторы показателей стратегии». Здесь в поиске мы пишем «Объем». Дальше нажимаем на него один раз, он у вас высветится. И вы увидите в нижнем экране, соответственно, те самые объемы, которые вы видите у меня на экране. Чтобы они были удобно читаемы, мы берем объем этот и переносим на нижнюю панель. И тогда получается, что вверху у нас график цены, а внизу у нас график объемов. Следующее. Что вообще эти объемы нам дают и что они показывают? Показывают они, конечно же, торговлю на рынке, и мы можем через эту торговлю анализировать спрос предложения. В данном случае мы смотрим объемы с биржи CME, это фьючерс на британский фунт, потому что там самые крупные проходят сделки в рамках фьючерсов. Соответственно, ценообразование, которое формируется на фьючерсном рынке, нам очень-очень интересно. Как использовать объемы, если предельно просто? Для этого нужно немножко объяснить аукционный процесс и как он формируется. Цена на рынке формируется взаимодействием 4 основных видов ордеров. Это купить по рынку, продать по рынку, отложенная покупка buy limit и отложенная продажа sell limit. Вот эти 4 вида ордеров взаимодействуют каждый раз, и мы получаем некую цену. Так как на рынке, конечно же, есть крупные деньги, и эти деньги имеют какое-то представление о стоимости, то там, где дешево, они пытаются купить. И самое главное, что мы в объемах хотим увидеть, именно этот уровень. Уровень, где их интерес максимальный. И покупать они хотят не просто так. То есть покупают они, как правило, через некую манипуляцию. То есть их задача, когда они хотят купить много, это нагнать на рынок продавцов. Продавцы, как правило, вовлекаются во время какого-либо накола уровней. Просто участники видят резкое изменение цен, которое заходит за уровень. Здесь снимают стопы трейдеров, которые ставят слишком близко свои стопы под уровень. Также многие снимают здесь ордера, которые работают на пробой. Так или иначе, большое количество предложения заходит на рынок. Крупным деньгам, если они хотят покупать британский фунт и, например, ожидают рост доллара, то им только это и нужно. Они активно и жадно здесь покупают всех тех, кто хочет им продать. Какая проблема у крупного капитала, который так хочет сильно покупать в данном случае британский фунт? Проблема только в том, что эти продавцы рано или поздно закончатся. А закончатся они потому, что так как все профессионалы имеют
в принципе одинаковое мнение о стоимости инструмента, то там, где они склонны покупать, они, конечно же, не будут продавать. И мы начинаем видеть вот что-то подобное. Это сжимающиеся бары, которые резко падают в объеме. То есть, если в данном случае в начале у нас был огромный наплыв офферов, скажем, это преобладание рыночных ордеров, селл-стопов, то проходит время, и мы видим, как их становится все меньше, 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 меньше. Вначале их было 19 тысяч, сейчас в последней свечке тут что-то около 2000. Чуть ли не в 8 раз уменьшается предложение на рынке. И что мы видим? Крупные деньги начинают планомерно покупать по рынку. У них не остается просто больше никаких вариантов. Чтобы купить британский фунт, приходится предлагать более высокую цену и искать предложение выше, чем они покупали, предположим, еще вчера. И вот в этом суть всех объемов. В том, что мы видим уровни. Уровни мы определяем по ценам, где цена имела тенденцию разворачиваться. Дальше мы на уровне видим присутствие интереса крупных денег, которые еще и склонны манипулировать в виде таких вот ложных наколов. После этого мы хотим увидеть, что с ликвидностью проблемы, начинает быть ее дефицит, и что рынок начинает отвечать тем, что в данном случае растет. Концепции Ричарда Вайкофа вообще разделяются участники рынка на две категории. Есть умные, есть глупые. То есть умные участники — это, как правило, те, которые понимают реальную стоимость инструмента. Они не поддаются эмоциям, они, как правило, владеют той информацией, которой многие не владеют. Ну, в общем, это самые проницательные участники рынка. Их бизнес состоит в том, что они примерно представляют, ну или не примерно, а максимально точно представляют реальную стоимость актива. В итоге где-то дешево они покупают, где-то дорого они продают. Вот это умные участники рынка. Соответственно, есть другая категория, называется глупые участники рынка. Это те, кто, ну, те, которые ничего, соответственно, не знают, ничего не понимают из того, что нужно было бы понимать. Они просто действуют на основании каких-то своих психологических побуждений, либо на основании каких-то индикаторов, либо на основании каких-то фигур. В общем, так или иначе, глупые участники рынка, они глупы именно тем, что они неинформируемые, настолько, насколько профессиональные участники рынка. Не все глупые убыточные, ну, в такой категории, но в большинстве своем, как правило, неинформируемая публика на рынке становится тем самым кормом для умных участников рынка. То нам вообще могут показать объемы. В первую очередь мы всегда смотрим объемы из проверенных источников. Невозможно смотреть объемы а, из каких-то данных сомнительных. То есть у нас вот биржа CME, у которой есть клиринг, которая все вот эти вот сделки между собой сводит, проверяет, чтобы все было честно, никто никого не обманул и так далее. И защищено это все законодательством Америки. То есть фактически мы можем быть гарантированы в том, что через биржу прошли реальные сделки, и мы можем видеть, соответственно, результат от этих сделок. Второе, так как мы понимаем, что эти объемы являются неким отражением от спота, мы все равно понимаем, что те умные участники, которые работают на внебиржевом рынке, все равно используют рынок фьючерса для того, чтобы лишний раз захеджировать свои позиции. Если мы видим результат торгов на бирже, и вся эта информация проверена, ей можно доверять, то какие логические заключения можно из этого вывести? Во-первых, профессиональные деньги никогда не будут покупать дорого. Очевидно, если они продают дорого, то дорого они не покупают. Значит, из этого выходит следующая логика, что всегда будет некий дефицит спроса там, где они не заинтересованы ростом рынка. Ведь если они не покупатели, значит огромный вот этот спрос, они просто, ну, с рынка мы убираем по умолчанию. И что остается? Остаются продавцы, которые будут конкурировать между собой. Отсутствие спроса заставляет продавцов бить по стакану. То есть у нас есть
Лимитные покупатели, есть рыночные. Когда рыночных покупателей нет, то есть цена не может расти, тренд не может развиваться, рыночным продавцам, крупным рыночным продавцам ничего не остается, как просто исполнять свои заявки по стакану, то есть по рынку, смещать цену вниз и торговать с теми, кто готов предлагать более низкие цены, так сказать, по дисконту. И вот именно эту ситуацию мы должны с вами заметить, чтобы предположить, например, медвежий сценарий. В предыдущих видео мы уже обсуждали, что на рынке есть фазы, фаза накопления, фаза распределения, и все это связано с умными деньгами, которые покупают дешево в фазе накопления, а в фазе распределения продают и зарабатывают на этом деньги. Сегодня попытаемся разобрать анатомию этих фаз, более внимательно понять, что там внутри происходит, чтобы это в итоге использовать себе в прибыль. Первое, что я хочу сказать, что а, данная схема, которую я сегодня вот выложил на график, является классической. То есть еще примерно 80 лет назад Ричард Вайков, когда формировал эту структуру, он жил в свое время, когда не было ни Форекса, не было фьючерсов, не было компьютеров, не было мобильных телефонов, была обычная биржа, были акции, и, соответственно, жизнь текла не так быстро. Технологии очень сильно ускоряют нашу жизнь. И сейчас биржа выглядит немного по-другому. Во-первых, она работает гораздо быстрее. Сейчас у любого трейдера весь необходимый терминал и есть просто в телефоне. По нажатию одной кнопки ордер уже будет на бирже через доли секунды. И это крайне сильно ускорило каждую грань и нашей жизни, и торговли в целом. Поэтому я хочу в данной структуре выделить основные моменты, которые никогда не изменятся, пока есть рынок, и те моменты, на которые можно, в принципе, закрыть глаза, потому что в наше время они уже не так актуальны. Итак, начинаем. Первое, что мы всегда должны понять, что есть некая точка на графике, где умные деньги попытаются купить. Причем они это будут делать максимально быстро, максимально много, так много, сколько даст рынок. То есть это элемент жадности. Они хотят купить, чтобы потом заработать на неэффективном рынке, когда, например, цена не учитывает стоимость. То есть они покупают дешево, чтобы заведомо продать дорого, либо где-то выше. И, соответственно, это характеризуется зоной стоимости. Есть такая методология рыночный профиль, разработанная Питером Стедлмайером, если не ошибаюсь, в 78-82 годах, где-то вот в этом диапазоне, плюс-минус. И эта методология и определяет, что под зоной стоимости на графике можно выделить зоны, где у нас цена сформировала как бы максимальный объем торгов. И что это значит для нас и для крупных игроков? Если крупный капитал хочет купить, то просто так купить он не может, потому что если у нас, например, идет фаза тренда, вот здесь вот была фаза тренда, то здесь ничего купить он бы просто не мог, потому что видно, как этот объем резко и сильно размазывает цену. Говорит о том, что просто дефицитный инструмент, дефицит ликвидности. Покупатель не может найти себе контрагента. А значит, крупный капитал нуждается в некоторых моментах, в некоторых участках на рынке, где бы он мог купить, при этом не двигая цену. Я когда-то давно еще, будучи совсем молодым трейдером, слушал интервью одного американского маркетмейкера, который являлся дилером для крупных клиентов, и он определял стоимость так. Это цена, умноженная на время и умноженная на объем. Это стоимость на рынке. И если сейчас подумать спокойно над тем, что он сказал, то мы сразу все понимаем, что такое стоимость для крупного капитала. Это как раз-таки цена, время, объем. Но, как я уже сказал, реалии немножко изменились, уже технологии такие, что каждая грань жизни очень сильно ускорена. Время является некой переменной в этой формуле. Нам по-прежнему нужна цена и объем, то есть цена и ликвидность крупному капиталу, а вот время, за которое он получит эту ликвидность, оно может отличаться.
В данной вот структуре, которую я показываю, здесь, конечно, времени проходило очень много. Это мог быть недельный график, ну, максимум дневной, то есть не ниже. Во времена Вайкофа это все происходило очень медленно. Сейчас же, когда, как я уже сказал, у любого в телефоне есть, грубо говоря, биржа криптовалютная, и можно зайти спокойно и открыть сделку, купить, продать фьючерсы, либо саму монетку на споте. Не нужно вот этого времени. А значит, в нашей формуле остается в первую очередь это цена и объем. И любое скопление цены на графике, то есть вот некие такие зоны, где скапливается цена, можно охарактеризовать как некой зоной стоимости, где крупный капитал мог бы купить. Значит, анатомия рынка сводится к тому, что крупный капитал нуждается, получается, в ликвидности, а сама цена определяет, где ему хорошо купить, либо хорошо продать. Я нарисовал схему, как происходит тренд, фаза баланса и смена тренда, а потом мы посмотрим евро-доллар. У нас там есть очень похожая сейчас ситуация, и мы сначала разберемся со схемой, потом перейдем к анализу рынка. Перед тем, как у нас должен быть баланс, сначала идет тренд. Ну, очевидно, у нас был восходящий тренд, и он, как правило, заканчивается кульминацией покупок. В объемном анализе кульминация покупок как сигнал, либо как паттерн говорит о максимальной вовлеченности участников в рынок. Так как все видят, что цена растет, рано или поздно жадность включается, и все хотят поучаствовать в этом тренде. В этом нет ничего зазорного, это просто человеческая природа, и жадность – это одна из сильнейших эмоций в этой природе. Поэтому так или иначе участники вовлекаются в движение, и как мы увидим чуть ниже, кульминация – это всегда сумасшедший объем. То есть это максимальная вовлеченность, здесь все жадно покупают, и, ну, в общем, все надеются на розовое будущее, что цена продолжит свой рост. Именно с кульминации, как правило, начинается баланс рынка. Почему? Потому что на кульминации в объемном анализе мы познакомились со Smart Money, такие вот есть проницательные трейдеры на рынке, которые это прекрасно понимают, человеческую природу, и пользуются этим, чтобы разгружать свои большие позиции. То есть на рынке в методологии объемного анализа есть участники, которые в балансе рынка либо покупают актив тихо, скрыто, либо распродают его также тихо и также скрыто, максимально не влияя на цену. То есть кульминация покупок – это, как правило, в объемном анализе начало фазы распределения умными деньгами. То есть когда есть максимальный спрос на рынке, можно спокойно продавать хоть ведрами актив, рынок это все съедает, и нет никаких проблем спокойно разгружать большую позицию, которую купили перед этим где-то на низах. То есть, ну, я думаю, это понятно. Крупные участники – это оптовые просто торговцы, которые покупают оптом дешево и их реализуют по рыночным ценам, так сказать, получая выгоду. Вот в балансе рынка они имеют эту возможность. Сам по себе баланс рынка характеризуется, ну, примерно, так можно сказать, прямоугольной структурой с ярко выраженными уровнями, точнее сказать, даже диапазонами поддержки и сопротивления. По низам мы проводим уровень поддержки, то есть это цена, которая отбивается после снижения и идет снова наверх. А по верхам мы работаем от уровня сопротивления, то есть неспособность дать более высокие цены рынка. Эти уровни, конечно же, не геометрия. Я специально цену разрисовал так, что она выходит то выше, то ниже. То есть это не геометрия, это просто схема, что цена ходит в определенном диапазоне, но как имеет тенденцию накалывать то внизу, то вверху рынка. Для нас очень важно понимать, что уровень поддержки является ключевым в этой схеме, потому что пока не произойдет его слом, вы не можете даже думать о развороте рынка. То есть только слом уровня поддержки дает вам первое понимание того, что здесь в этой балансе, скорее всего, произошла фаза распределения.
рынок поддерживаться больше не будет и будет развиваться медвежий тренд. То есть бычий тренд – это где профессионалы оптом дешево скупили актив, поспособствовали росту цены, разгрузили актив, и потом им рынок уже не интересен, начинается медвежья фаза, где этот актив находится в руках слабых держателей, которые склонны его продавать на снижение. То есть актив передается от умных денег к глупым и от глупых к умным. И вот так вот по кругу. Только цены меняются. Так вот, уровень поддержки является для нас ключевым индикатором, потому что если ломается уровень поддержки, значит готовьтесь к тому, что данная формация являлась чем-то важным. А как мы уже читали чуть выше, трейдер должен быть постоянно на чеку и должен быть готовым понимать, в какой фазе он находится. Если происходит уровень поддержки, есть велика вероятность, что вы уже стоите против нового тренда. Поэтому не зря, когда ломается уровень поддержки, вот этот первый выход – это всегда каскад, полет стопов. То есть здесь будет очень большой объем, ультравысокий объем, если мы смотрим на гистограмму объемов, которая показывает, что трейдеры, которые работали в покупку от поддержки, они активно стопятся. Они стопятся, потому что структура меняется рынка, и, понятно, никто не хочет сидеть против падающего рынка. Но так как это все происходит каскадом, то есть ордера стоповые один за одним выходят в рынок, то цену просто мажет, и мы получаем импульс. Вы можете видеть, что в этой схеме перед пробоем я нарисовал ложный накол. Ложный накол уровня сопротивления вот в балансе является последней точкой, последней фазой баланса. Происходит он, как правило, на новостях, либо достаточно невзрачным образом, но он очень часто перед тем, как рынок начинает новый тренд, происходит просто потому, что выше, ниже рынка формируются отложенные ордера, и профессионалы, которые имели тенденцию здесь продавать, они не хотят попутчиков видеть в своем снижении, поэтому выбивают те стопы, которые находятся относительно недалеко границы. То есть, предположим, вы здесь по какой-то чудесной случайности продали, профессионалы просто возьмут и заберут ваш стоп, так как вы его, скорее всего, поставите за границу. Это классика технического анализа, книги к этому приучивают, поэтому здесь нет ничего тайного и военного. Профессионалы это прекрасно понимают, поэтому на каких-то новостях они могут подбить цену, триггернуть ваш стоп-лосс, вас выкинет с рынка, ну и потом рынок уже пойдет, но только без вас. Также втягиваются покупатели, которые сидели вне рынка. В общем, ложный накол – это манипуляция чистой воды, которая направлена на то, чтобы обмануть всех, кого только можно. Но это всегда происходит уже в самой конечной фазе рынка. То есть ложный накол – это после того, как вы видели явный уже баланс с постоянной отработкой уровней. То есть он никогда не произойдет вот на второй либо третьей волне, потому что вот ту схему, которую мы сейчас рассматриваем, как правило, желательно искать на более старших таймфреймах. На более старших таймфреймах и ключевых уровнях крупным участникам надо время. Стоимость глазами крупного участника – это всегда цена, время, объем. У нас есть здесь цена, у нас здесь есть время и здесь есть объем. Только в таких условиях крупные участники могут покупать актив в достаточном количестве, либо избавляться от него. Поэтому ложный накол – это всегда после прошествия какого-то времени, и чем дольше времени цена находится в балансе, тем этот ложный накол серьезней. На него сразу надо обращать внимание. Ну, во-первых, это как точка входа в price action, либо в концепции smart money используется. Ну и также это для вас очень серьезный индикатор, что, возможно, начинается новый тренд. И как вы видите, после ложного накола у нас происходит слом структуры. Первая ласточка того, что уже ни о каком растущем тренде речи быть не может, не идет. Все, что вам осталось, это дождаться ретеста уровня. Ретест уровня происходит практически всегда. Ну, за самым редким исключением его не происходит. Цена просто мажет вниз, 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 вниз и так далее. Но это бывает крайне редко. Обычно ретест происходит. Почему? Потому что после того, как летят стопы, продавцы, ну, зачем им продавать по более низким ценам, если покупатели, которые заходят
продолжение еще растущего тренда способны поднять рынок. Ну, все логично, поэтому продавцы здесь не борются с покупателями, а вот уже здесь на уровне снова возобновляется борьба. Покупатели здесь встречают предложение, и, как правило, вы должны видеть, что предложение затапливает спрос. Записывал видео по пин-барам, по схеме пробоев уровней. Вот это, по сути, схема пробоя уровня. Сначала идет пробой, обязательно ждем ретест. На вершине ретеста будут пин-бары, как неспособность покупателей дать более высокие цены. И потом уже продолжение нового тренда. И здесь уже пойдут импульсы, ну, в общем, все то, что происходит в медвежьем тренде. То есть ключевые точки смены тренда — это ложный накол, пробой бывшей поддержки, либо текущей поддержки и ретест. Если вы эти три фактора наблюдаете, ну даже, допустим, ложного накола нет, ну как минимум два эти фактора наблюдаете, знаете, что новый тренд уже вот-вот-вот совсем близко. Не пытайтесь работать по-старому. Как уже было сказано выше, чем раньше вы определите фазу цикла, тем больше вы себя убережете от работы против нового тренда.